Ромчик, ну что, без резины тоже не обойтись. На самом деле, рассказывай, что за фишка. Все, я понял, это вместо цепей они так висеть будут. Друзья, на руки, как они вибрируют, насколько стабилизаторы сейчас сильно задействованы. Здравствуйте, друзья! Вот и настала осень, и в нашей тренировочной программе снова массонабор. Что это такое, зачем это надо? Это период, когда благодаря избытку калорий вы можете повысить свои силовые показатели и увеличить мышечные кондиции. Рекордсмен Украины, трехкратный, чемпион Украины, чемпион Европы по жиму штанги лежа поможет нам сегодня в этом разобраться, как поднять свои силовые показатели. Естественно, сегодня речь пойдет о жиме штанги лежа, вообще о тренировке груди. И в отличие от других наших выпусков, не мы будем нашего гостя тренировать, а наш гость поделится своими секретами, расскажет об особенностях своих тренировки, разминки, отдыха, питания, возможно. Мы попробуем, особенно Андрей, все это повторить. А вы поделитесь своим впечатлением об этой тренировке. Поехали! Ну что, друзья, начнем. Естественно, начнем с разминки. И сейчас Роман продемонстрирует те упражнения, которые он использует в своей тренировочной программе для разминки, для разогрева, чтобы добиться своих рекордов. Напомню, он трехкратный чемпион Украины, рекордсмен Украины, чемпион Европы по жиму штанги лежа. Итак, ребятки, перед жимом лежа лично я всегда разминаю спину. Антагонисты? Антагонисты, так как на них будет тоже часть нагрузки ложиться. Поэтому тщательно разминаем тоже. Плюс бицепс, плечевая, все в работе, все разминается. Немножко чуть ровнее. Да. Вот так. Отлично. Ромчик, какой вес, сколько повторений ты используешь в подобных Три упражнениях? подходика, 40-50 килограмм, небольшой вес. 10-12 повторений. Много не надо, то есть мы мышцы не забиваем, мы не бодибилдеры. Друзья, обратите внимание, у нас бодибилдеров 3 подхода по 10-15 повторений, это уже кач. Пауэрлифтера это всего-навсего легкая разминка. Это все равно легкий вес. Ну, в этом и будет сегодняшнее преимущество, отличие наших методик, поэтому будет для многих что-то новое. Так, Ромчик, поясняй, что мы сейчас делаем, почему это идет вслед за этим. Ребятки, ну спину мы как бы чуть-чуть кровью, да, накачали. Теперь надо ее немножко растянуть. Растянуть, то есть связки тоже имеют, да, место быть. Большая амплитуда. Да. Ага. И, конечно, дыхание. Как знаем, да, на усилия мы всегда выдыхаем. Дыхание не задерживаем. Хорошо, Андрюшек, 10-12. И сразу подходим, такой суперсетик, да. Ой, тут у меня вопрос сразу по локтям. Мы в каче локти выводим вперед, чтобы трицепс не отдыхал. Ты, я смотрю, как в пауэрлифтинге, то есть локти прижал. Это для той привычку формировать правильную? Или это действительно как-то влияет на функционал трицепса? Влияет на функционал, больше медиальная головка включается в работу, да. Вот. И меньше мы можем допустить читинга. То есть мы как бы не наваливаемся всем телом, а чисто стараемся. Но я делаю все варианты. Ребята, следующее упражнение. Французский. Под углом? Под углом. А что под углом? Разная вариация. Так больше растягивается. Можно лежа. То есть легкий вес, Да. больше даем амплитуду для локтя, так? Да. Готовим локти к тяжестям. Да. Понял. Вот это имитация вставляния локтей при жиме лежа, да? Когда мы вводим вверх и фиксируем. Это именно ваш функциональный элемент такой, да? Наша специальный? фишка, да. Понял. Стараемся локти, Андрюшек, не разбрасывать по сторонам. Я понимаю, мяса много, сжать их очень тяжело, но мы стараемся локти держать красиво. Больше на грудь, Андрюшек. Вот сюда. И отсюда стартуем, да. Ребятки, вес небольшой, это разминка. Здесь именно главное делать правильно. Шарапов, походу, заодно и накачается. Красиво, блядь. Ребятушки, в пауэрлифтинге максимальная ширина хвата 81 сантиметр. Здесь есть меточка, мы можем закрывать любым пальцем.
Вот она здесь. Стандарт 81 сантиметр. Андрюха взял именно широкий хват. Выводим. Обязательно страхующий должен присутствовать. Кисти не заваливаем. И опускаем штангу на низ груди. И на выдохе жмем. Хорошо. Локти немного идут вперед, но не выходят за штангу. Если мы посмотрим сверху, локтевой сустав четко находится под грифом. Это очень важно, чтобы не травмировать грудные. Также лифтеры могут использовать немножко лифтерский мост. Сейчас после Андрюшки я покажу, как это все делается. Ребят, еще небольшой нюанс из пауэрлифтинга, да? Как правильно выполнять этот лифтерский мост. Важно выгнуть спину не в поясничном отделе, а в грудном. И правильно сжать лопаточки. Сейчас я повернусь спиной, покажу примерно, как это будет выглядеть. Не просто их сжать, нам надо будет их еще опустить вниз. Тем самым плечи спрячутся за грудью, да? Вот мы взяли штангу, сжали и немножко опустили. Ты уже включил грудную, да, конечно. в работу. Получается, плечи максимальный, мы обезопасили, да. Сократили амплитуду. И задача, да, не как в каче, там, растянуть мышцу, а сократить амплитуду движения. Тем самым есть возможность взять больше вес. Я правильно понимаю? Примерно да. Смотрим. Сейчас посмотрим, да, как это все выполняется с ужасным весом тяжелым. Ложимся. Глаза напротив грифа. Чтобы не удариться в стоечку, да, глаза напротив грифа. Если дальше ляжем, выводящему будет тяжело вам подавать. Меточки наши, я, как и Андрюшка, возьмусь мизинцами. Это наша анатомическая особенность. И вот наши лопаточки спрятались, плечики спрятались, кисти не заламываем. Вдох, натяжение грудных, спина, ножки, хоп, стартанули. Вдох, стартанули. Вдох, стартанули. Еще такая особенность, мы жмем не по вертикали, да, немножко под углом. Отсюда мы стартуем на глаза. А почему так, Ром? Чтобы обратно не травмировать плечи. И максимально грудные включатся в работу свою. Отсюда раз и плечи пошли. Руки, плечи и широчайшие. Конечно. Получается, ты включаешь от этой части и задерживаешь вот этот веер, который идет как грудино-ключичный, то есть больше объем грудных типа задействуешь, Да, при меньшей амплитуде. Да. Ага. Чем отличается пауэрлифтинг, да, от бодибилдинга? Бодибилдинги хотят изолировать, мы включаем все, даже ноги. Сейчас Все, Андрюха что можно, будет но жать. при возможно сокращенной амплитуде, Да, друзья. сейчас Андрей То будет есть жать, мы еще сделаем акцент на ноги, мы с ног тоже немножко стартуем. Так, Андрюшка. Мизинчик раз, мизинчик два. Да. Выжимай. Лопаточки сжал. О, видишь, как амплитуда сразу раз, Да, и грудь да. уже натянута, как Грудь тетива. включила. И ножки, Андрюшек. Оп, хорошо. Ноги тоже работают. Хорошо. Конечно. Мы используем все хитрости, уловки. Все, что допускается федерацией, мы все используем. И, конечно, дыхание. Ну, ножки это скорее не хитрость, это особенности организма, то есть дополнительные Да? возможности. Вот. Век живи, век учись. Нереальный. Ну что, теперь Ромчик нас познакомит с некоторыми плюшками, помимо Да. самой техники жима, Сейчас будет нюанс. особенности и нюансы, которые Щас. используют в пауэрлифтинге. Ромчик, ну что, без резины тоже не обойтись, на самом деле, рассказывай, что за фишка. Ребята, сейчас будем использовать вот такую вот штуку. Обыкновенная резинка, недорогая. Из фитнес-наборов? Да. Ага. Будем развивать стабилизацию. Сейчас мы хитрым способом небольшой вес подцепим по бокам штанги. И все увидим этот цирк, когда она будет нас расшатывать, а мы будем стараться ее удержать за помощью стабилизаторов.
То есть еще так нюансик. Вес для этого на штанге берется небольшой, я так понимаю. У каждого рабочий. свой. Ну вообще, в принципе, какой лучше, какой эффективнее, чтобы не навредить себе и получить тот эффект. Процентов 60 от максимума. 60 от максимума. Так. Да. То есть благодаря резинкам будут задействованы стабилизаторы, и чем мы их лучше разовьем, тем легче потом будет работать с большими весами. Конечно, Правильно? конечно. Удержать ее на верхней точке тоже не так-то просто, ребята. Даже когда вы выжали, у вас пауза еще вверху. Судья не даст команду сразу поставить на стойки. И некоторое время ее надо будет держать. Если вы коснетесь стоек, вам не зачет. Если она упадет на вас, ну это травма. Они не успеют поймать. Ну а в если нашем что. случае, если вы хотите свой период массонабора действительно довести до максимально возможного вашего, так сказать, пикового состояния, вам надо использовать небольшие нюансы, новшества, хитрости, чтобы разнообразить свой тренировочный процесс благодаря таким нехитрым штучкам, приспособлениям и сделать себя лучше. Ну это Погнали. весело. То есть, ребята, чем больше у вас в арсенале всяких приспособлений, как в ремонте, да, тем качественнее будет ваш ремонт. Но в нашем случае построение силовых. Небольшая пауза внизу и пауза вверху. Андрюшка, немножко с нижней точки стартуй резче. Вот так. То есть мы еще и будем развивать Взрывные усилия. взрывную, да, взрывную. Класс. Именно раз и удержание. Она всячески пытается нас сломать. Но мы ж Обратите не внимание, поддадимся. друзья, на руки, как они вибрируют, насколько стабилизаторы сейчас сильно задействованы благодаря этим двум нехитрым приспособлениям. Посмотрите на эти блины, как они хаотично дергаются жутко. Как приходится их стабилизировать. Бомба. Нелегко. Ребята, и теперь с помощью этой резинки, да, мы уже показывали, как сделать крепче наши стабилизаторы, да. И еще сейчас будем работать на дожим. Мы ее сейчас с петлей привяжем на одну сторону, сейчас резиночку на другую сторону. И уже будем работать как бы на дожим, да. Срыв у нас есть, а дожима, как правило, ни у кого нету. И чтобы мы его достигли, да, максимально, используем тоже ту же резинку, жестче резинку, неважно. Таким образом мы будем очень хороший развивать дожим. То есть я немножко поясню нашим зрителям. То есть штанга благодаря резине вниз будет идти легче. Тяжелее, она же будет Вниз. тебя давить. Ну, получается, то есть она тебя помогает ее опускать, да, ты Да, удерживаешь, ты сопротивляешься. стабилизаторами еще больше, а выше, чем выше, тем еще тяжелее Да, получается. в две стороны И работает. туда тяжело. И Там сюда давит, стабилизаторы, а сюда придавливает. антагонисты включаются, а вверх те, которые основные мышцы. Все, что осталось, все, Короче, друзья, это жесть. что не включилось, все включается. Рапа уже страшно. Покажи, как надо с этим работать, аж страшно смотреть на эту конструкцию. Ребятки, все как обычно. Глаза здесь, лопатки здесь, ноги в пол уперли. кисти Мозги на вставляем, месте. Мозги, все включаем. Ягодички сжали, это тоже важно. Кстати, жопу в прижиме отрывать нельзя. Это не зачет. Опа. Простенько, но со вкусом. Андрюшка, все так же самое. Лопаточки сжали. Резиночка мягенькая. Нормально. Хоп, держи. Разгоняй снизу. Тоже разгонять. Взрывная. Во. Вот это по-нашему.
Контроль вниз и максимальный старт. Ну не сильно. Смотри за плечи, чтобы плечи вверх не шли. Да. Грудь в трицепс. Раз, плечи на месте. Отлично. Ноги упор. Скажи, Андрюха, вот смотри, полтинник, казалось бы, для тебя, ну, тоже всегда был легенький вес. Вот сейчас вот такие небольшие нюансы. Ну, по ощущениям, так, поделись. Ну, мне это тоже херня вообще новая абсолютно. Я такого в жизни, эту конструкцию, хрен бы додумался, блин. Вот, ну. Что она сопротивляется, я пытаюсь с ней бороться, она меня не слушается. Все, спасибо, я пошел домой. Охерительно, содержательно. Ну, видите, мозг отказал. Значит, хорошее упражнение надо делать. Сейчас нам Рома покажет, а потом еще дополнительно объяснит, что такое статодинамика. Значит, друзья, нюансы нам расскажет Ромчик после выполнения подхода, а я в двух словах. Смотрите, первое, он не доводит штангу, то есть снаряд, в крайние точки. То есть мышцы не отдыхают ни в крайней нижней точке, ни в крайней верхней точке. Далее, он выполняет все это в течение 30 секунд. Второй момент. Третий момент, что достигается именно благодаря такой технике. Мы включаем активно те волокна, которые отвечают за выносливость, и включаем те волокна, которые отвечают за силу. Чем это хорошо для бодибилдинга? Вы получаете стопроцентный налив вашей мышечной ткани. Не только одних красных или белых, а сразу и те, и другие. И плюс, что самое главное для нас, для качков, это очень-очень щадящая работа для суставов. Это самое главное. А нюансы сейчас вам Ромчик после того, как это выполнит, объяснит свои. Вверх. Ромчик, ты меня вот слушал, пока я там долго трендел. Я более-менее правильно все объяснил, то, что я понял? Да, примерно все правильно. Мы работаем, ребятки, на окислительные волокна. Они могут нам помогать как и в силовых, так и развиваться как гликолитически. Они могут добавить вам еще и объем. Но веса на штанге, на жиме. Я выполняю все упражнения. Бицепс, спина в этом режиме, ноги, плечи, трицепс. Абсолютно все мышцы я прокачиваю в статодинамическом режиме. Что она нам дает? И выносливость, и силу, и также объем, ребятки. Это очень тяжело. Но при этом на суставе связку нагрузки никакой нету. Так как вес вы сможете сделать, если правильно, очень небольшой. Очень небольшой, ребятки. Руки трусятся. Только громко не ругайся, пожалуйста. Я думал, то, что до этого было, это тяжело. Вот это самое тяжелое, но налив бешеный. Рома, спасибо. Я использую в своих тренировках, это обязательно. Друзья, потому что качки мы, в принципе, народ ленивый, и мы ненавидим вот это все себе заморачиваться. Пошел, напампил, все. Но здесь приходится, сука, включать мозги, блин, да. По-новому, а все новое. Наука, ребятки, Я наука. вообще очень редко жму штангу из-за своих суставов. Но в таком режиме подходит, небольшой вес, как раз суставы будут целые, а мышца получает максимальный налив и максимальную проработку. Обращаем ваше внимание, такая методика очень хорошо подойдет как и возрастным спортсменам, независимо от поставленных целей, там, повысить вес, набрать массу, возрастным спортсменам для щадящей работы суставов, так и начинающим, у которых также еще суставы не подготовлены, очень хорошо подойдет эта методика, используем. Так, Ромчик, все это было очень круто, реально. Вот, не ожидал, там, думаю, меня чем-то удивишь. Нет, но ты, конечно, Это красавчик. еще не все, ребята. Да, Еще да, вторую серию поверьте. запишем. Мы только показали по просьбам. Есть по еще нашим экипировка. просьбам. Только те, как бы, фишки, которые, ну, в принципе, легко применить в тренажерке, и которые будут понятны многим вот, обитателям тренажерного зала. Ром, самый главный, часто задаваем нашими зрителями вопрос, особенно в тренировках груди. Сколько отдыхать между подходами и как вообще ты часто отдыхаешь между самими тренировками? Ребятки, все очень просто. Отдыхаем до полного восстановления. Люди любят конкретику. Ну, Ты смотрите. не внутри пальцем покажи. Да. Тут получается тонкая грань между, да, уже отдохнул и еще поговорить по телефону. Примерно это от 1,5 до 3 минут. Лично я так делаю. 1,5-3 минуты. Это если я не делаю проходку в тяжелых весах. Там чуть-чуть другая история, там профессионалы, там мы отдыхаем и по 10 минут. Но для простых любителей, да, которые тренируются, полное восстановление это примерно достигнет 2-3 минуты максимум, ребята. Больше не нужно. Больше это, да, и не остыть, не повредить связки.
не включайте ленты. Между тренировками, Ромчик, какой у тебя? Вот ты покачал грудь, сколько тебе нужно вот именно в твоих силовых кондициях, чтобы грудные восстановились? Как часто ты грудь качаешь в неделю? Нам очень часто задают этот вопрос. Пока я качаю грудь один раз в неделю. Это получается у меня базовое движение. И с плечами я могу зацепить немножко вверх груди. Такое 1-1,5 раза в неделю. Может быть, сейчас перейду на чуть другую методику. Попробую в крайнем случае 2 раза качать грудь. Это будет легкий и тяжелый. Попробую так, потом все расскажу вам. То есть можно верить, потому что на наших глазах ты набрал сколько? Килограмм 10 за последние год, да? 7-8 лет. Да, Так, когда ты на 15. 15. Друзья, ему можно верить. То есть он был гораздо более стройным человеком, когда мы еще вместе работали. И вот прогресс его просто был, ну, конечно, благодаря Инстаграму налицо. Поэтому это очень авторитетное мнение, советуем вам к нему прислушаться. Ну и, конечно же, скажем, что эти методы применимы не только в тренировке грудных, правильно? Конечно. Также можно использовать и в приседах. И в бицепсах, и в приседах, и на плечи. Ребятки, все используем. Особенно вот эта статодинамика последняя, я думаю, не повредит никому, как мы Никому. сказали, возрастным. Да. Поэтому подведем небольшой итог. Да? Мы Да, закончили? Закончили. По поводу отдыха, вам понятно? По поводу приспособлений, кстати, нехитрых, вполне доступных, я думаю, надеюсь, всем тоже понятны. Тоже, если что, задавайте вопросы, мы оставим по ссылочке, Ромчик, можно, да? Конечно. Твой Инстаграм, кому будет интересен контакт непосредственно с Романом, пожалуйста, обращайтесь. Опыт его достаточно хорош, ему будет что вам рассказать. Вот. Еще, самое важное, по поводу питания. Можешь что-нибудь нам рассказать интересное? Ребятки, люблю сладкое. Это вредно, я пытаюсь с этим бороться, я обожаю сладкое. Не, ну это... А по поводу того, чтобы сжать так, как ты, 300 килограмм. Кстати, сколько ты на последнем рекорде пошел? 310. 310, ребятки, при весе в категории до 90 килограмм, 310, рекордсмен Украины. Это солидная сумма. Мы вдвоем даже такой вес тяжелый. Его просто тяжело держать в руках. Это невозможно, там тяжело. Блин. Ну, там маленькая ремарочка, да, это софт-экипировка, ребятки. Я потом покажу в следующем видео. Экипировка, не экипировка, ну взять херню 300 килограмм и держать ее, неважно, даже тебе двое помогают, Ну, это тяжело. охренительно. 300 это и в Африке 300. 300 это по-любому дохренище, поэтому кто там что не говорил, там снять, не снять. Ребятки, ем много углеводов. Вот, Ем много сколько раз в углеводов. день? Минимум 5 раз в день. Углеводы. Да. Фига У меня себе. каждый прием пищи, у меня разнообразие. Обязательно макароны 2 раза в день, рис и гречка. Везде присутствует Шарапова мясо. переплюнул по углеводам. Везде присутствует мясо и Мясо обязательно. тоже около 5 раз в день. Да. Ну, с каждым приемом пищи. С каждым приемом пищи. С каждым приемом пищи есть мясо. И Но обязательно давайте что-то сладкое я жру на десертик. на десертик. А теперь смотрите, друзья, маленький вывод. Как хорош период басонабора. Можно нормально пожрать, при этом еще и польза для здоровья будет. А потом уже, как царители, убираем все ненужное, оставляем все, что нужно, и к лету вы красавчики. Кушайте пельмени и жмите много. Все, хватит трындеть. Мы на сегодня с вами прощаемся. Благодарим клуб Оранж, благодарим нашего классного друга Рому Сагайдака. По ссылочке можете к нему обращаться, можете к Константин. нам обращаться. Дмитрий. Андрюха, как всегда, у нас испытал все это на себе, эту жесть. До новых было встреч в эфире. Спасибо.